Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Чернобыль. Само это слово стало символом катастрофы. 26 апреля 1986 года в 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Станция и прилегающие территории были немедленно эвакуированы. Люди покинули дома, оставили животных, вещи, целые жизни и уехали, не зная, вернутся ли когда-нибудь. Вокруг станции образовалась зона отчуждения. Радиус 30 километров. Деревни, поселки, участки леса – все оказалось отрезано от цивилизации. Казалось, что здесь больше не будет жизни. Но спустя годы, когда уровень радиации в некоторых зонах начал снижаться, ученые решили вернуться. Не для того, чтобы восстановить города, а чтобы наблюдать, что стало с этой землей, как изменилась природа, выжили ли животные. В рамках одного из международных проектов была установлена сеть камер автономных, работающих от солнечных панелей с датчиками движения. Камеры фиксировали все, что проходило мимо. День за днем, ночью и днем, годами. Большинство записей были ожидаемыми. Лисы, кабаны, волки, олени. Оказалось, что природа не просто вернулась. Она процветала. В отсутствие человека экосистема начала восстанавливаться, и даже некоторые редкие виды снова стали появляться в лесах. Но в начале весны 2023 года одна камера, установленная на краю старой тропы у заброшенного поселка Красное, зафиксировала нечто странное. Издалека это казалось обычным силуэт животного, идущего по высокой траве. Камера включилась автоматически. Качество было не самым лучшим: шум, размытые края, слабый фокус. Но фигура на видео была странной. Она двигалась как кабан, массивно, тяжело, с опущенной головой. Но голова была непропорционально крупной. Уши неестественно загнуты. А хвост, если присмотреться, был слишком тонким и длинным для обычного дикого кабана. Существо двигалось медленно. Иногда останавливалось, будто прислушивалось. Потом шло дальше. Когда ученые просмотрели запись, сначала решили, что это просто искаженное изображение. Возможно, кабан, у которого пострадала внешность из-за болезни или травмы. Но затем один из зоологов, работавших в проекте, заметил еще одну деталь. На короткий момент, когда животное разворачивается боком, становится видно, у него нет глаз в привычном смысле. На месте глаз будто темные пятна, не отражающие свет. Это вызвало обсуждение. Кто-то предположил, что это может быть мутировавший кабан. Другие, что это животное с врожденной аномалией. Некоторые, что это вообще не кабан, а неизвестный вид, адаптировавшийся к жизни в условиях радиации. Камера зафиксировала всего 22 секунды движения. Потом лес, тишина, пустота. Запись не публиковали сразу. Ученые не хотели раздувать сенсацию. Несколько месяцев они искали другие подтверждения. Ставили новые камеры. Анализировали старые архивы. Проводили полевые вылазки. Ничего. Та же камера больше не срабатывала. Ни одного похожего кадра не появилось. Только один короткий момент. Одна тень. Один силуэт. Спустя полгода, по согласованию с Институтом радиобиологии, запись была опубликована. Без выводов. Только как факт наблюдения. В описании была приписка: «Все, что мы знаем, это то, что видели. Все остальное домыслы». Но интернет, как всегда, сделал свое. Одни называли это мутантом, другие — доказательством неизвестной эволюции. Были и те, кто шутил, мол, это турист в костюме. Но нашлись и те, кто предложил интересную мысль, что если это обычное животное, только оно родилось здесь, в этих условиях. Оно не мутант, просто иное, приспособленное к своему миру. А мы смотрим на него сквозь призму страха. Научного объяснения нет до сих пор. И может не быть. Камеры продолжают работать. Ученые продолжают ждать. Может быть, это было что-то уникальное. Может быть, случайность. А может,
Оно просто не хочет, чтобы его нашли еще раз. Чернобыльская зона остается закрытой, но она живет своей жизнью. Там, где раньше были города, теперь трава. Там, где были школы, деревья. И, может быть, именно там, в тени этих лесов, живет нечто, что появилось не вопреки, а именно благодаря тишине. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.